Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Экономика Германии меняет свое направление, и значение одного из ключевых торговых партнеров страны постепенно снижается. Сегодня новые цифры уже заставляют немецкий бизнес и политика в Берлине внимательно пересматривать прежние ориентиры. Одновременно в Германии усиливается дискуссия о стабильности действующей власти. Все больше немцев считают, что правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца может столкнуться с трудностями в сохранении полного срока работы. Дополнительные факторы влияния формируются и за пределами страны. Торговая политика Соединенных Штатов Америки все заметнее отражается на немецком автопроме, и теперь от решений Берлина и Брюсселя во многом будет зависеть дальнейшее развитие одной из ключевых отраслей экономики. Здесь важную роль играет и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, от которой ждут конкретных шагов на уровне Европейского Союза. И напоследок, внутри самой Германии готовятся изменения, которые коснутся повседневной жизни миллионов людей. От новых подходов к контролю на улицах до технологий, которые раньше казались фантастикой. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, экономика Германии переживает нестандартный разворот на мировой арене, и это касается ключевого партнера, такого как Китай. Новые данные показывают, что Китай впервые за многие годы стал только шестым по величине рынком для экспорта немецких товаров. Это означает, что Германия отправляет в Китай гораздо меньше продукции, чем раньше, и уступила позиции странам вроде Испании, Италии и других экономик. Причина проста. За первые 3 квартала этого года экспорт немецких товаров в Китай упал более чем на 12% до примерно 61,4 миллиарда евро. Это значительный спад после того, как еще несколько лет назад Китай был одним из главных покупателей немецких автомобилей, машин и оборудования. Текущий тренд отражает более широкие изменения в мировой торговле. Эксперты отмечают, что слабый спрос на китайском рынке и растущая локализация производства со стороны немецких компаний уменьшает привлекательность Китая как места сбыта. Вместо этого растут экспортные связи внутри самой Европы, особенно с южными и центральноевропейскими странами. Для Германии это важный сигнал. Прежняя зависимость от китайского рынка уменьшается, и бизнес все больше ориентируется именно на другие направления. Одновременно это создает дополнительные сложности для экономики, которая уже сталкивается с ослабленным внутренним спросом и глобальными торговыми изменениями. В целом, ситуация сегодня показывает, что мир торговли меняется быстрее, чем ожидали немецкие экспортеры, и Германии приходится перестраивать свои экономические ориентиры на новые реалии. Следующая новость, одна из самых важных для Германии. В Германии усиливается ожидание политических изменений. И многие немцы считают, что правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца может не сохранить прежний формат до конца своего срока. Такой вывод следует из свежего опроса, результаты которого стали одной из главных тем в Берлине и в медиасреде. Согласно соцопросу, более половины населения, а это, напомню, примерно 56%, немцев полагают, что коалиционный договор между партиями правящей черно-красной коалиции рано или поздно будет даже нарушен. Это значит, что большинство граждан не верят, что правительство удержится до конца срока. В то же время только около 29% уверены, что Фридрих Мерц и его союзники завершат полный парламентский цикл. Причина такого настроения очевидна. Немцев больше волнуют экономические проблемы, рост цен и ощущение стагнации, чем политическая стабильность. При этом многие считают, что разногласия внутри правящей коалиции, прежде всего между Христианско-демократическим союзом Фридриха Мерца и Социал-демократической партией Германии, слишком глубоки, чтобы их можно было сгладить без серьезных потерь. Этот вопрос отражает заметную политическую динамику внутри страны. Немецкие аналитики уже отмечают, что нарастающее недовольство избирателей может серьезно осложнить работу самого правительства, и чем дольше коалиция будет откладывать сложные решения по социальным выплатам, миграции, вопросам энергетики, тем выше вероятность изменений в ее дальнейшем функционировании. Канцлер Фридрих Мерц, который пришел к власти, напомню, с обещаниями реформ и новых подходов, сейчас работает в условиях активного общественного обсуждения, где все чаще звучат ожидания перемен внутри правящей коалиции, и этот фактор становится одним из ключевых политических рисков для Германии уже сейчас. Следующая новость связана с обсуждением нового курса Германии.
Экономическое воздействие на немецкую автомобильную промышленность выходит уже на новый уровень. Пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, все сильнее бьют по немецкому автопрому, и теперь это видно не на словах, а уже в расчетах. Экономисты отмечают, что немецкие автоконцерны сталкиваются с финансовыми потерями, а последствия отражаются на более широких секторах экономики Германии. Речь идет о повышенных тарифах на автомобили и автокомпоненты из Европы, под ударом прежде всего BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, которые десятилетиями считали рынок США одним из ключевых. Новые пошлины делают немецкие машины заметно дороже для американских покупателей и, соответственно, снижают их конкурентоспособность. По оценкам аналитиков, стоимость автомобилей может вырасти на 1000 евро, а экспорт в Соединенные Штаты Америки, наоборот, сократится на двузначные проценты. Для Германии это серьезная проблема, потому что автопром остается одной из опор экономики, рабочих мест и налоговых поступлений. На этом фоне растет давление и на канцлера Германии Фридриха Мерца. От него ждут не только каких-то заявлений, но и конкретных шагов по защите немецких производителей, как на уровне двухсторонних переговоров с США, так и через механизмы Европейского Союза. Ключевую роль здесь, конечно же, играет и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Именно Брюссель отвечает за торговую политику ЕС, и сейчас от Еврокомиссии требуют жесткой реакции, то есть либо переговоров с Вашингтоном, либо ответных мер для защиты европейской промышленности. Эксперты подчеркивают, что речь идет не о временной сложности, а именно о системном изменении условий для немецкого автопрома. Если ситуация не изменится, Германия уже рискует столкнуться со снижением производства, сокращением рабочих мест и потерей позиций на одном из самых прибыльных рынков мира. Именно поэтому торговая политика с Соединенными Штатами Америки становится для Берлина и Брюсселя одним из ключевых экономических вызовов ближайших лет и серьезным тестом, кстати, для Фридриха Мерца и той же Урсулы фон дер Ляйен. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии формируется серьезное обновление подходов к контролю за парковкой. Новая система автоматического контроля уже начинает тестироваться в нескольких городах, и она обещает делать то, внимание, что раньше казалось просто невозможным. То есть обнаруживать и фиксировать до 1000 неправильно припаркованных машин в час. Как же это работает? Вместо стандартных патрулей полицейских или парковщиков, новое устройство – это интеллектуальные камеры с искусственным интеллектом, установленные вдоль улиц и на стоянках. Они анализируют каждую припаркованную машину и автоматически распознают эти нарушения. Система умеет определять не только отсутствие оплаты или просроченный билет, но и неправильную парковку в зоне с ограничениями, на тротуаре или на месте для людей с инвалидностью. По словам разработчиков, такая технология способна фиксировать, как я сказал, до 1000 неверных стоянок в час, что гораздо больше, чем любой ручной какой-то контроль. Это означает, что нарушители будут замечены почти сразу, а штрафы смогут приходить быстрее и точнее. Причина появления такой системы – это не только заполненные улицы и нехватка парковочных мест. В Германии растет нагрузка именно на инфраструктуру, и местные власти хотят разгрузить дороги и повысить дисциплину самих водителей, которые слишком часто ставят машины в неположенных местах, мешая движению транспорта и пешеходам. Эксперты отмечают, что новая технология может значительно сократить число правонарушений, но вызывает вопросы о том, а как будут защищаться данные водителей и насколько корректно искусственный интеллект сможет оценивать сложные случаи парковки. Например, система еще учится отличать временную остановку для высадки пассажира от нарушения. Первые города, где запускают автоматический контроль, уже готовят обновленные правила. Нарушителям будут приходить штрафы напрямую на почту, а информация о нарушении будет привязана к регистрации автомобиля. Это может существенно изменить привычный порядок штрафов и сделать систему контроля более строгими и последовательными. И хотя конкретные сроки полного введения еще не объявлены, уже сейчас нам с вами ясно, что борьба с неправильной парковкой в Германии выходит на новый технологический уровень, то есть от патрулей к искусственному интеллекту, способному фиксировать нарушения в значительно большем объеме. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.